Это был обычный рейс элитной авиакомпании Skylax One. В просторном и тихом салоне первого класса, среди мягкого света и запаха свежего кофе, стюардесса по имени Рэйчел Линфорд подошла к пассажиру, сидящему в кресле 2B. Ее голос звучал вежливо, но чувствовалась натянутость. «Простите, сэр, но, боюсь, вам нужно будет пересесть. Это место обычно резервируется для наших особых гостей». Перед мужчиной стояла Кристин Уэллс, влиятельная бизнес-леди, известная в деловых кругах своей требовательностью и вспыльчивым характером. Она нервно посмотрела на дорогие часы на запястье и процедила: «Это мое место. Я всегда сижу здесь. Я VIP-клиент, и персонал об этом знает». Пассажир Джордан Брукс, высокий афроамериканец лет 40, с интеллигентным лицом, спокойно поднял взгляд, достал посадочный талон и протянул его. «Это мой билет, и я платиновый участник программы Skylax Infinity. Это место закреплено за мной». Рэйчел слегка замялась. В этот момент Кристин сделала шаг вперед, перехватила разговор и резко заявила: «Это какое-то недоразумение. Я сажусь здесь каждый раз. Это место всегда мое». Несколько пассажиров вокруг начали доставать телефоны и включать камеры. В салоне повисло напряжение. Кто-то уже шептал: он ничего не сделал. Почему его просят пересесть? К Джордану подошел старший бортпроводник по имени Эрик Мэннинг. Его тон был дипломатичен, но в нем чувствовалась решимость. «Сэр, если вы не выполните просьбу экипажа, нам придется снять вас с рейса». «Я не нарушал правил», — спокойно ответил Джордан. «У меня есть право находиться здесь. Я не пересяду». Несколько минут спустя на борт поднялись двое сотрудников службы безопасности. Они вежливо, но настойчиво попросили Джордана выйти. Он не сопротивлялся, просто взял ручную кладь, посмотрел в глаза стюардессе и покинул самолет под десятками пристальных взглядов и вспышек камер. Кристин села в кресло 2B с выражением полной победы на лице. Ее губы изогнулись в тонкую самодовольную улыбку. Но она, как и весь экипаж, не знала одного. Джордан Брукс, основатель компании Neurogrid Technologies, которая в этот самый момент находилась на финальном этапе подписания сделки с Skylax One на сумму более $45 миллионов. Более того, Джордан владел 19% акций самой авиакомпании. Видео инцидента попало в соцсети в течение часа. Оно разлетелось по платформам с молниеносной скоростью. Комментарии с обвинениями в расизме и дискриминации заполнили ленту. Акции компании рухнули на 8% за первые 24 часа. В главном офисе в Сан-Франциско было срочно созвано экстренное совещание, и на нем лично появился Джордан. Его условия были четкими. «Я хочу немедленного увольнения всей команды, ответственной за этот инцидент», — произнес он спокойно. «Также я требую внедрения обязательной программы по борьбе с дискриминацией, полной реструктуризации клиентской политики и прозрачного отчета о ходе реформ». Контракт на десятки миллионов был немедленно аннулирован. Компания потеряла не только деньги, но и лицо. Через полгода Skylax One пережила настоящую революцию. Новая политика равенства, обучение персонала, сотрудничество с правозащитными организациями, компания превратилась в пример перемен и справедливости в индустрии. Но для Рэйчел Линфорд, Эрика Мэннинга и Кристин Уэллс все обернулось трагично. Увольнение без выходного пособия, публичное осуждение, невозможность устроиться в авиационной сфере. Кристин потеряла крупный контракт с азиатскими партнерами, а репутация безупречного бизнесмена разрушилась за одну ночь. И все началось с одного простого, но решительного слова «нет». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.